В мраке космоса скрываются многочисленные потенциально опасные объекты, которые могут столкнуться с Землей и представлять угрозу для всего человечества. Эти космические тела варьируются по размеру, от небольших астероидов до гигантских комет и планет, и могут иметь различные воздействия на нашу планету. Системы мониторинга. Существуют международные исследовательские программы и организации, такие как НАСА, которые постоянно отслеживают космические объекты и разрабатывают методы предсказания и предотвращения потенциальных столкновений. Разработка технологий. Исследователи работают над разработкой технологий для отклонения астероидов и комет, если угроза будет действительно серьезной. Системы раннего предупреждения. Существуют системы раннего предупреждения, которые позволяют заранее оповещать о возможных угрозах, чтобы иметь время на разработку мер предосторожности. Стратегии планирования. Множество стратегий и планов разработаны для реагирования на потенциальные космические угрозы, и они регулярно обновляются и улучшаются. Коллективные усилия. Мировое сообщество сотрудничает в сфере космической безопасности, и в случае угрозы сотрудничество между странами будет ключевым фактором в поиске решений. Помимо этого, важно помнить, что вероятность столкновения космических объектов с Землей невелика, и хотя существует потенциал для угроз, ученые и инженеры по всему миру работают над обеспечением нашей безопасности и разработки методов защиты. Научные. Тау-Центавры. Тау-Центавры – это группа астероидов, орбиты которых могут пересекаться с орбитой Земли, представляя потенциальную угрозу. Астероиды Атен. Астероиды Атен – это объекты, орбиты которых лежат внутри орбиты Земли, и они могут приближаться к ней очень близко. Астероиды Аморы. Эти астероиды имеют орбиты, пересекающие орбиту Земли, и могут быть потенциально опасными. Астероиды Аполло – группа астероидов с орбитами, пересекающими орбиту Земли и могущих приближаться к нашей планете. Кометы Кайпера. Кометы, которые приходят из области Кайпера, могут приближаться к Солнцу и представлять угрозу Земле. Транснептуновые объекты. Один из них, Сидна, имеет очень долгий период обращения и может периодически приближаться к Солнечной системе. Троянцы – это астероиды, разделяющие орбиту с газовыми гигантами, и они могут в будущем представлять угрозу. Нейтронные звезды – эти экзотические объекты могут образоваться в результате взрыва сверхновой и испускать сильное излучение. Кометы Галилея. Галилеевы кометы прошли близко к Земле в прошлом и могут снова сделать это в будущем. Гигантские магнитары. Магнитары – это нейтронные звезды с сильными магнитными полями. Их выбросы могут повлиять на электронику в космосе. Затерянные космические аппараты. Некоторые аппараты, отправленные в космос, потерялись и могут стать космическим мусором. Экзопланеты-гиганты. Некоторые газовые гиганты в других солнечных системах могут иметь близкие орбиты к их звездам, что вызывает интерес в контексте исследования планетарных систем. Близкие мимоходы астероидов. Иногда астероиды проходят очень близко от Земли, но без столкновения. Полутемные астероиды. Эти объекты могут быть трудно заметить, так как они имеют низкую светимость. Эксцентричные кометы. Некоторые кометы имеют очень эксцентричные орбиты и могут приходить издалека. Астероиды-никондриты – это астероиды, состоящие в основном из металлов и камней. Экзопланета Экзои. Поиск экзопланет с условиями, подходящими для жизни, продолжается, и это важная область исследований. Паракомпактные объекты – это объекты, обладающие экзотической структурой, которая может включать боза-эйнштейновские конденсаты. Искусственные космические объекты. К орбите Земли было запущено тысячи искусственных спутников и аппаратов, и их обломки составляют часть космического мусора. Интерстелларные объекты. Недавно был обнаружен первый межзвездный объект в Солнечной системе Оumuamua, и это открывает новые возможности для изучения внеземных объектов. Это лишь небольшой обзор различных классов потенциально опасных космических объектов, и каждый из них требует внимания и исследования, чтобы обеспечить безопасность нашей планеты и космической деятельности. Плутон. Плутон, бывший 9-й планетой в Солнечной системе, является крупным космическим объектом, который пересекает орбиту других планет, таких как Нептун. Потенциально его орбита может стать нестабильной, что создаст угрозу для окружающих планет
и исследовательских миссий в этой области. Звездные системы с двойными звездами. В двойных звездных системах звезды могут взаимодействовать друг с другом, что может привести к массовым выбросам и событиям, включая гравитационные взрывы и формирование черных дыр. Обеспечение космической безопасности требует постоянного мониторинга и исследования множества космических объектов и явлений, которые могут оказать воздействие на Землю и нашу космическую деятельность. Глобальные агентства и научные сообщества уделяют этому внимание, чтобы разработать стратегии защиты и снижения рисков, связанных с потенциально опасными космическими объектами. Солнечные бури. Солнце может создавать мощные солнечные бури, в результате чего на Землю направляются потоки энергии и заряженных частиц. Эти события, известные как солнечные вспышки и корональные выбросы массы, могут повредить спутники, нарушить электроэнергетическую инфраструктуру и даже воздействовать на здоровье человека в космосе. Гравитационные взаимодействия. Иногда гравитационные взаимодействия между различными космическими объектами могут вызвать изменения орбит и траекторий. Это может привести к пересечению орбиты Земли с другими объектами, что требует постоянного мониторинга и коррекции орбит. Разрушение спутников. На орбите Земли находится множество искусственных спутников. Их обломки и потерянные части могут представлять угрозу для других спутников и космической станции, включая МКС. Крупное столкновение спутников может создать облако мелких обломков, что усложнит работу в космосе. Гамма-всплески – это интенсивные всплески гамма-лучей, которые происходят в далеких уголках Вселенной. Хотя вероятность того, что они напрямую повлияют на Землю, невелика, но их изучение важно для понимания общих закономерностей космических явлений. Мониторинг и исследование этих потенциально опасных объектов являются важной частью научных усилий в области астрономии и космической безопасности. Научные организации и космические агентства по всему миру сотрудничают, чтобы обнаруживать, отслеживать и оценивать угрозы, которые могут исходить из космических объектов, и разрабатывать планы для их предотвращения. Эта работа позволяет уменьшить риск возможных космических столкновений и обеспечить безопасность нашей планеты. Суперновые звезды, звезды с массой в несколько раз больше Солнца, могут закончить свой жизненный цикл в виде суперновой взрыва, который выбрасывает в космос большое количество энергии и вещества. Если суперновая произойдет относительно близко к Земле, ее излучение и радиационное воздействие могут представлять опасность для биосферы. Черные дыры. Хотя черные дыры сами по себе не представляют опасности, они могут стать опасными, если они взаимодействуют с другими космическими объектами. Например, черная дыра, приближающаяся к Солнечной системе, могла бы исказить орбиты планет. Все эти потенциально опасные объекты требуют внимательного наблюдения и исследования. Множество организаций, включая НАСА и международные астрономические агентства, работают над мониторингом и исследованием этих объектов, чтобы предотвратить возможные столкновения и защитить Землю от потенциальных космических угроз. В конечном итоге, понимание и управление потенциально опасными объектами в космосе являются важными аспектами обеспечения безопасности нашей планеты. Один из наиболее известных потенциально опасных объектов – астероиды. Это каменные или металлические тела, блуждающие по космосу. Некоторые из них находятся в близкой окрестности Земли и могут представлять реальную угрозу. Например, астероид 99942 Апофис в течение многих лет считался потенциально опасным, так как его орбита пересекается с орбитой Земли. Хотя вероятность столкновения была мала, исследователи предприняли усилия для отслеживания его движения и вычисления будущих орбит. Еще одним потенциально опасным классом объектов являются кометы. Кометы состоят из пыли и льда и могут приблизиться к Земле, создавая потенциальную угрозу не только своей массой, но и своей составляющей. Самая известная комета, оказавшая воздействие на Землю, это комета Шумикер-Леви-9, которая столкнулась с Юпитером в 1994 году. Это событие напомнило о важности мониторинга и исследования потенциально опасных комет. Даже планеты Солнечной системы могут представлять опасность. Например, Венера имеет кислотную атмосферу и высокую температуру, что делает ее практически непригодной для исследования.
Однако в будущем события на Венере могут оказать влияние на Землю, и поэтому изучение этой планеты имеет большое значение. В дополнение к астероидам, кометам и планетам существуют и другие потенциально опасные объекты в космосе, которые могут иметь воздействие на Землю. Рассмотрим некоторые из них. Звезды-каратели – это белые карлики, оставшиеся от выгоревших звезд, которые могут вырваться из своих орбит и двигаться по пространству. Их масса может быть сравнима с массой Земли, и столкновение с таким объектом может вызвать катастрофические последствия. Давайте рассмотрим еще несколько потенциально опасных объектов и событий в космосе. Загрязнение космической среды. Все больше объектов в космосе создают космический мусор, от вышедших из строя спутников до ступеней ракет. Этот мусор представляет угрозу как для других космических объектов, так и для Международной космической станции. Представлены 20 фактов о различных классах потенциально опасных космических объектов. Понимаю, что информация о потенциально опасных космических объектах может вызвать беспокойство. Однако важно помнить, что наука и технология активно работают над мониторингом и предотвращением этих угроз. Вот несколько успокаивающих фактов.